Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим утром вы с нами. Это прямой эфир. Пламен Пасков на связи прямо сейчас. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую, любознательную, можно сказать, зимнюю, но я бы и сказал, политически жаркую аудиторию. Ох, действительно жарко, и вы знаете, просто что-то неимоверное несется. Как бы толку никакого, в общем-то, нет. Я имею в виду конкретно, что касается визитов Зеленского в Лондон, потом в Брюссель. Сегодня, кстати, объявили, что он отправляется в Ватикан к Папе Римскому и с Мелани тоже встретится, подругой своей боевой. В общем, этот визит отдельно мы обсудим, потому что это, кажется, не очень приятные визиты из-за того, что Италия отказалась финансировать вооружение для Украины, сказала: «Ха, мы поможем вам» дипломатически. В общем, интересные, скажем так, моменты, и это все мы сегодня обсудим. Конечно, друзья, всех призываем подписываться, ставить лайки и писать в комментариях, что вы думаете по поводу вообще телодвижений Зеленского, и этажом выше телодвижений Трампа по отношению к Европе. Интересное заявление, опять чуть не уснул Трамп, да, на заседании, но успел сказать как бы несонным голосом о том, что Европа должна быть аккуратна, как-то хотят видеть другую Европу американцы, как-то она потемнела, посмуглела эта Европа, где это белая Европа. Собственно, тоже очень интересная тема для разговора. QR-код, который видите на экране, это возможность канал поддержать и на экран вывести свой вопрос, мысли, пожелания, предложения. Всем спасибо за суперчаты, суперподдержку, суперстикеры. В общем, если работают эти функции у вас на YouTube, конечно, подписывайтесь на Пламена и, естественно, да, участвуйте в нашем сегодняшнем разговоре. В сообществе YouTube есть анонс нашей встречи, там можно заранее на протяжении эфира спокойно, как говорится, don't push the horses, никуда не гнав лошадей, оставить свой вопрос. Все вопросы вживую, также в клубе зрителей Шелеста, и все вопросы вживую в чате трансляции оставляйте в самом финале. В общем, формат неизменен нашего прямого эфира. Начнем с опроса. Что из перечисленного, на ваш взгляд, наиболее вероятно до конца этого года? Остается буквально считанные недели. Варианты. Импичмент Зеленского, переворот в Киеве, имеется в виду политический переворот. У нас заговорили о шатунах в Украине, представляете, по крупным городам. Значит, обрушение фронта на одном-двух направлениях. Рождественское перемирие. В общем, это вся суматоха, все вот это будут заявления делать, а потом раз, Рождество, перемирие в угоду Трампа. В общем, не будут стрелять какое-то время, или, по крайней мере, сделают попытку в этом направлении. Или только тотальные блэкауты по всей Украине. Абсолютно разные варианты, как видите. Проголосуйте за свой. Пламен с высокой долей вероятности, что ждать в контексте российско-украинского противостояния до конца года. Как отвечаете на вопрос вы? Слушайте, от 1 до 4. Все. Нет, именно все, да. Вы перечислили, скажем так, 4 ракурса событий, которые будут происходить на территории многострадальной трехмерным образом. Трехмерным образом, это 3D, что называется. Так что, да, импичмент, наверное, скорее всего, будет в середине, к концу января. Я так подозреваю. Он, конечно, возможен не до конца этого года. Вот так. Рождественское это не по православному, но поскольку все эти процессы, естественно, не то что под контролем, а под сильным влиянием католического и протестантского Рождества, да, то, что будет сделано до 22-го, 3-го, от силы 4-го, скорее всего, нет. И блекауты для того, чтобы простимулировать, скажем так, быстрейшим образом импичмент Зеленского, естественно, будут наступать тоже в этом и в следующем месяце. Так что я не вижу, что можно исключить, либо что можно вывести как-то каким-то предпочтением. Да, я понимаю, что там статистика будет немножко кудрявить, там вот эти ответы, и кому как, я так, с 1 по 4, без исключений. Можно добавить дальше. Да, друзья, голосуйте, мы в конце подведем итоги этого опроса. Пока что в лидерах только блэкауты, которые будут усиливаться, потому что нет перспектив, что они усиливаться не будут. Суммы отрубили от света вчерашними обстрелами. Также показали атаки на плотину, да, на севере Харьковской области.
суммы без света. Ну и, в общем, мы видим, что вот эта вот война, она продолжается, и, в общем-то, фронт тоже накаляется. Если мы попробуем проанализировать Зеленский, чью шкуру или, в общем, чью шкуру спасает, или, собственно, за какими ковришками и за какими брюссельскими вафлями поехал в Лондон, Брюссель и в Италию, и что привезет? Из того, что понятно на 100%, какие бы выводы, промежуточные, конечно, сделали бы вы? Я буквально вчера опубликовал небольшой такой пресс-обзор. Это не политический обзор, но, естественно, имеются элементы политобзора. Главные пресс-релизы, которые были за прошедшие недели, еженедельно. Но практически продолжается именно эта же тенденция, которую я обозначил в качестве заголовка недельку назад, что идет подготовка к большой войне с Россией, Евросоюзом, почти исключительно, преимущественно, либо исключительно. И на этой неделе было там 200 с чем-то миллиардов выделяло, миллионов выделяла Норвегия, обсуждали еще сколько там миллиардов, Германия тоже один раз дает 100 с чем-то, ну, конечно, цифры сейчас могу перепутать, потому что они у меня не перед глазами, потом 25 миллионов на какие-то там натовские программы в сторону Украины. По программе ПУРЛ две страны тоже, мобилизация тоже идет в Латвии, то есть, вернее, уже призыв молодняка в армию начинается в количестве 5000 человек в год. Можно, конечно, сразу хихих, ага. Только, ребята, учтите, что они готовятся воевать в 29-30 году. До этого времени будут минимум 4 призыва. Это одна только Латвия будет иметь уже под 20 тысяч обученных штыков. Если позапрошлую неделю новости от Дании, которые намерены уже вывести их на 7,5 тысяч, тоже умножаем на 4. И из этих 27 европейских стран минимум 12-15 будут прямиком физически сопряжены для того, чтобы не обеспечили вот этим мясом, естественно, в первую очередь Восточная Европа. Хотя Польша, Словакия и Венгрия прекрасно понимают вот эту нехорошую долю, и они сильно как-то пытаются от этого слинять, можно сказать. Румыния тоже не сильный кандидат, в Болгарии просто ждут, не дождутся, пока дадут нам автоматы и все необходимое оружие, для того, чтобы направить, мы знаем в какую сторону. Так что здесь тоже больших успехов, мягко говоря, ожидать не стоит. И отвечая на ваш вопрос, чем там занимается Зеленский, я читал, и скорее всего это примерно правда, что Украине, вернее, нынешнему Киеву, никакой не Украине, а именно нынешней банковой, нынешнему 95-му кварталу нужны примерно миллиард с небольшим долларов-баксов в месяц для того, чтобы война продолжалась именно такими же темпами. Если сложить вот эти суммы... Какие-то сущие копейки. Не, это физические расходы, которые нужны на войну, не на Украину, а именно на войну, как процесс, который там на передовой. Да, кому-то кажется копейки, и на самом деле это действительно небольшие деньги для почти 2000 километров фронта, 1700 как минимум, а кому-то кажется, естественно, крупные суммы, не будем это обсуждать, большое или мало, это познается в сравнении. Суть в том, что вот как я начал в рамках этого пресс-обзора складывать вот эти суммы, которые публично там, как раз примерно на такой же миллиард в месяц они выходят. То есть, коротко говоря, чем Зеленский занимается? Зеленский занимается сборами, поборами и попрошайничеством. Дайте нам деньги, и какие-то деньги Евросоюз дает. Кстати, последняя новость, которая была пятница или суббота в прошлой неделе, Пентагон добавит и усилит передачу оружия Украине до конца этого года. Слушайте, у меня какая-то шизоидность. Они столько раз клялись и божили, что больше никакого оружия, больше ни одного американского цента, патрона, снаряда, вообще ничего. Если будете покупать, пожалуйста. А теперь вдруг они просто добавят и усилят. Усиливается то, что уже идет. Но во второй части этого же предложения, не то, что ложка дегтя, а можно сказать ведро дегтя. Вот в ведре. Если это мед. И европейские страны и натовские должны готовиться к тому, что они должны заниматься НАТО после 27 года без США. США собираются уходить из любых,
в первую очередь, конечно, финансовых обязательств по поводу НАТО после 27 года. Я не понимаю, после конца 2026 и начала 27 или после физического конца самого 20, это перевод немножко такое дело не сильно конкретное, но тем не менее, коротко говоря, согласно вот этой доктрине, которая заслуживает совершенно отдельную, конечно, передачу, сейчас, наверное, мы только некоторыми мазками, если у вас будут вопросы, можем пройтись. 29 страниц, такая концентрат, что называется. Я намерен отдельную передачу у себя сделать, наверное, часа на полтора, а то и больше, потому что там много чего нужно обсудить. То есть США делают немыслимое, США делают невероятное, США делают невообразимое. Они уходят из НАТО. Главный принципал НАТО, главный создатель НАТО, главный командир НАТО, не в фигуративном, а в буквальном смысле этого слова, все верховные главнокомандующие сухопутных сил НАТО без исключения с момента создания по сегодняшний день единственные только исключительно американские кадровые генералы, но сейчас собираются уходить из этого НАТО. Так что НАТО, Европа, собирайтесь воевать, Четвертый рейх, пожалуйста, за свои деньги идите, у нас можете покупать и не более чем, если хотите покупать. Пока что, кстати, они напрягаются покупать. И все, которые думали, что финансирование со стороны США прекращено, надо сделать две большие уточнения. Первое, прекращено финансирование со стороны Белого дома, со стороны официальной Америки. Это действительно так. Однако идет финансирование со стороны Демократической партии США, своими же каналами, оно не скрывается сильно. Идет финансирование со стороны, скажем так, глобальных банкстеров, оно отдельно от государственных, федеральных бюджетных средств Соединенных Государств Америки, и идет финансирование со стороны Европы. Да, мы видим, как это с большими артритными скрипами, с кривыми рожами, скряжа зубами, не с трудом клянчат и пытаются возместить это, скажем так, за счет российских замороженных активов, что на самом деле не получится, но они продолжают, конечно, пытаться, потому что не хочется распрощаться. Но еще раз, буквально позапрошлой неделе 200, по 200 с чем-то, плюс 100 с чем-то, плюс еще 15, плюс какие-то полтора, ну, коротко говоря, набегает спокойненько примерно в рамках месяца на какого-то миллиарда. Опять-таки, давайте так. Значит, заявлено была сумма в 10 раз больше по следующему году. Все видят, что по финансированию все заканчивается. Есть при НАТО представитель США, Уитакер, причем он как бы делает очень интересное заявление. Говорит, что Трамп может отказаться от попыток закончить войну в Украине, если решит, что мирное соглашение недостижимо. Значит, если президент решит, то что сделка невозможна, он отступит, что, как вы знаете, в его характере. Это так он комментирует на Fox News все происходящее. Причем продолжение войны, но уже без поддержки США, может стать вполне себе реальностью. Однако отказ Зеленского от плана Трампа, пишет издание, это риск остаться один на один с Россией, потому что, ну, простите, конечно, заявления-то потужные посыпались после встречи Макрона, Стармера и Мерца в Лондоне, после Кошты и Урсулы в Брюсселе, ну и Рютте тут как тут, соответственно. Но по деньгам так и не договорились. На этой неделе планируют как-то там крутить репарационный вот этот кредит, да, эту тему с российскими активами, но все больше и больше стран артачатся. Получается, что когда Украина и Россия станут реально один на один, тогда война и закончится. Потому что это бесперспективная история, без поддержки, без денег и оружия от Запада, конкретно от США, и в частности от вооруженной какой-то, да, промышленности оружейной Европы. Ну, простите, это несопоставимо. Даже Зеленский в потоке своих там сообщений, он как бы мчался в Брюссель и в чате голосовыми отвечал на вопросы журналистов. Он тогда тоже там сказал, что, в общем, мы, конечно, да, но пурл, пожалуйста, наполните. Ну, то есть дайте денег для того, чтобы мы в Америке купили, потому что у Европы всего нет. Получается, что встав один на один против Путина, ну, быстренько надо будет прятаться сразу же. И вот, может, к этому все ведут? Может, вот к этому вот эти все, скажем так, танцы с бубном вокруг европейского пирога и вот эти все, ну, да, вот
как вы говорите, там, угрозы большой войны, это история вообще будущего. Сейчас надо заканчивать. И так оно все и закончится. Без денег, без оружия, без сил, без средств. А когда выйдет Зеленский потом и скажет, ну вот смотрите, мы 1 на 1 с Россией, нам никто не помогает, поэтому Запад виноват в том, что мы там не достигли границ 91 года и не победили в войне. Все, сворачиваемся. Как вам такой сценарий? Он, конечно, совершенно реалистичен. Однако я думаю, что Зеленский с Путиным не останется 1 на 1. По той простой причине, я имею в виду, если он действительно откажется от предложения Трампа, по той простой причине, что да, Трамп может отказаться, но он откажется не просто так. Он откажется путем слива еще тысячи, как минимум, часов каких-то записей. В этот раз будет звучать голос преимущественно Зеленского. Голос Зеленского будет звучать, причем не только на исключительно и чисто русском языке, потому что все эти разговоры, переговоры коррупционные, как мы знаем из пленки Миндича, велись исключительно на языке агрессора и оккупатора, этими стожерами, скажем так, украинства, мовою и так далее и тому подобное. И другая часть записи Зеленского будет звучать на английском языке. Вчера, когда я опубликовал, там отметилось, что, видите ли, Марк Рютте поздравил Зеленского за то, что он является стожером и борцом с коррупцией в Украине. И что он высекает и выгрызает, и вообще-то вырубает эту коррупцию на корню. Такое может говорить только человек, который очень сильно переживает за то, что его голос тоже всплывет в этих предстоящих пленках. Потому что нету ни одного евроцента, паунда, доллара и так далее и тому подобное, что было направлено финансовым образом в сторону Украины, чтобы регулярные откаты не получали фигуранты, которые являются должностными лицами в качестве должностных физических лиц, причем налом по возможности. То есть, как не помню, по-моему, в передаче в участии Алексея Николаевича Арестовича, то ли у вас, то ли у Юлии Латыниной, по-моему, у Юлии Латыниной это было, когда говорил, я же это видел, потому что он тогда был при должности, как приходили американские деньги. Помимо тех небольших, которые приходили, скажем так, wireless имеется в виду не wireless, а банковым путем, они приходили на поддонах в самолетах. Бери, не хочу. Получи, распишись и дальше делай, что хочешь. И именно так, как это дается, они сразу есть уговор, что какая часть из этих денег должна уйти куда-то. Кто принимал вот эту американскую часть этих денег? Ллойд Остин, министр обороны, и тогда еще не было министерства нападения там, и войны, и прочее, Пентагон, что называется, для того, чтобы финансировать демократическую партию США, выборы, там, фонды Сороса и все остальные другие пребольшие идеологические, политические и другие активности. Что делали европейцы? Делали абсолютно то же самое. Поэтому Марк Рютте говорит, Зеленский является таким стожером. Стожер не стожером. Если Зеленский действительно собирается отвергнуть, кстати, как он собирается это сделать, правда, для него это, конечно, уже в привычке, 27 числа, 27 ноября он сказал, мы полностью с этим согласны, за исключением по-английски minor details, то бишь некоторые незначительные подробности. А вот эти minor details, это 3 казуса белли, без которых вообще нельзя, это означает, что все остальное тоже можно спустить в унитаз, за что 28 числа сразу получились... не то что ареста, обыски у Ермака, а 29 числа Зеленский сразу попросил Ермака быстро оперативно. То есть, если дошли до Ермака, следующий это Зеленский. Кто после Зеленского следующий? Стефанчук, что ли? Или какой-то другой там фигурант? Я не знаю. Или, может, Безуглая. Кто после Зеленского вообще? И по статусу, и по кругу, и по близости к телу, и так далее. То, если дошли до Ермака, следующий Зеленский. Зеленский будет дополнительно, скажем так, брыкаться, соответственно, получит именно это. Именно поэтому такой угрюмый и напряженный. Нет, Ему нужно он брыкается, сейчас... подождите, он брыкается сейчас. Он говорит, из 28 пунктов осталось 20. Все не проукраинские пункты мы вычеркнули. Мы это кто? Это он в Лондоне, да? В Брюсселе вообще странная встреча такая была, одна программная. Вообще все встречи были в закрытом формате, да? То есть, если их Мерца, Макрона, Стармера показали с ним, там кот как-то уходил опять, как бы шарахается Зеленского. Этот кот Ларри, конечно,
Он и Стармера, конечно, переживет, это 100%. Однако, как только Зеленский на порог, кот сразу убегает. Там хоть какая-то была, да, вот история с пресс-сопровождением. В Брюсселе все очень сухо, протокольная фотография. Урсула сказала: вы наш передний край, вы наш фронт, в общем, будем вас поддерживать. То есть из того, что мы видим пока, то, что опубличено, значит, Зеленский отвергает мирную инициативу Трампа, Зеленский гнет свою линию. Ну, не знаю, что сегодня у Папы Римского произойдет. Может быть, Папа Римский как-то надоумит Зеленского быть сговорчивее в отношении плана Трампа. Вот не знаю, вопрос, который пока остается загадкой, но тем не менее все идет к тому, что отворот-поворот дает Зеленский, и мы ждем новые пленки. Хотите небольшую... Это не то, что новость, а, скажем так, из ряда вон что-то. Прекращение огня. Кто сейчас мешает прекращению огня? Не Трамп. И я удивлю вашу аудиторскую, там, или там не аудиторскую, а зрительскую аудиторию, простите за каламбур. И даже не два Владимира. То есть сейчас главное препятствие к достижению прекращения огня и, соответственно, приступлению к подготовке к выборам, принятию, обсуждению и моделированию, но все-таки оставить ядро 70-80% из этих 28 пунктов, это не Владимир Киевский, это не Владимир Кремлевский, и это не Трамп рыжеволосый. Это коалиция желающих, которые возглавляют британцы. Это те, которые не дают Зеленскому вот это сделать, но не оказывают ему нужную поддержку, потому что не хотят дораскошелиться и не хотят участвовать на передовой физически своей живой силы, потому что они, да, говорят, что мы готовы всей нашей армии после прекращения огня, а до прекращения огня, когда, на какие условия, каким образом, а у нас 19 пунктов. Я отдельную передачу делал по поводу этих 19 пунктов. Это, там даже рассматривается, что Россию буквально описывают как страну, которая капитулировала, которая повержена, которая должна платить репарации и контрибуции как побежденная страна и должна за свой счет полностью восстановить всю Украину. Ну, это удивительно, если это было бы в сентябре 2022 года, когда потеряли там Харьковскую область, когда потеряли после этого Херсон, это можно было хоть как-то разговаривать, хотя не всерьез, но разговаривать-то можно. А здесь это даже пишут. Ну, закрываем скобку. То, что Зеленский сделать или не сделать, это не будет его воля. Это не будет его воля. Нет у него воли. Потому что чем силен любой правитель? Любой правитель силен не деньгами, не обязательно армией. И да, народ имеет значение, но каждый правитель силен, политический функционал его зиждется и крепится на его команде. Как в любой большой фирме, как в любой большой корпорации, государство это уже, ну, они и так уже превратили большинство государств в корпорациях, даже зарегистрировали их в виде корпораций, это уже другая тема, почти конспирологическая, но зато документально подтвержденная, сейчас обсуждать не будем. Он силен своей командой, кто из его команды остался? Они уже все прекрасно понимают, что указы Зеленского можно умножать на коэффициент 0,2-0,3, а смело можно и на 0. Потому что он уже не жилец. Уничтожили Галущенко, уничтожили Гринчук, уничтожили 7 фигурантов даже по одной только компании «Энергоатом» и ликвидировали не только Миндича, но ликвидировали Ермака. Это означает, что могут уже ликвидировать и предстоит доликвидировать любого, который возникнет на стороне Зеленского. А без этих людей Зеленский функционировать не может с этими там заместителями, которые, естественно, тоже не идиоты, прекрасно понимают, куда... Есть чисто украинский ответ на эту тему. Который Радикалы. давал... Нет, да. который давал Зеленский. Говорит, знаете, это парадокс, конечно, это все. Говорит, а я могу вообще привыкнуть управлять страной без руководителя офиса президента. Как вам такое, Илон Маск? Ну, вы понимаете, то есть к чему идет? А я могу привыкнуть. А зачем мне руководитель офиса президента? Вообще это А и без золотого унитаза можно привыкнуть в конце концов. А что такое? Действительно. Ну, привыкать, конечно, придется много к чему.
Причем достаточно скоро. Потому что он очень быстро и как-то оперативно привык к хорошему, к военному, к миллиардам, к, скажем так, буквально безусловной, не то что тирания, можно сказать, почти монархической власти, которую он удивительно быстро себе завоевывал. И к этому международному поднять его на щит, обнимать его везде и принимать его всерьез. Он к этому очень быстро привык. Он не понял, что это роль, которую ему было поручено, и он ее и играл, но он поверил в своей роли. Это Наполеон Бонапарт, который на театральной сцене, которые там сковали из каких-то досок, он внезапно поверил себе, что он действительно Наполеон Бонапарт или Юлий Цезарь. И оглядывается и говорит, а где мои легионы? И слушай, ты толпа там, публика, где спрятали мои легионы? Нет? Ну, у него вот такое. Да, он может привыкнуть и без Ермака, а без Зеленской он привыкнуть может, так он без всего может привыкнуть в конце концов. И многим даже приходилось привыкать без ближайших, скажем так, родственников своих, либо привыкать видеть их без определенных частей тела и ухаживать за ними как за куском мяса. Многим людям, сотням тысяч пришлось на это привыкать. Поэтому то, что он привыкнет без Ермака, в этом здесь вопросов нет. И без того унитаза, наверное, придется. И Фочко, может быть, придется ему справлять некоторые свои царственные нужды. В ближайшее, назовем это так, будущем. Если вообще останется в живых, чтобы исправлять такие нужды в какое-то очко. Это тоже вопрос большой. Потому что эти пленки, которые сейчас, скорее всего, уже готовятся к конкретному выпуску конкретных чисел около какого-то там подобранного момента, там есть фигуранты, еще раз, западноевропейские и американские, которые сверхчувствительно относятся к наличию в активном состоянии таких носителей такой информации, как Зеленский. Такие большие самоходные флешки, они надолго намерены не оставлять. Вся мировая история об этом говорит. Вся мировая история любых стран и народов, таких как него, долго и счастливо, и, скажем так, седой, мудрейшей старости не видать. Не видать, если он это не понимает, тем хуже для него. Мы сейчас это обсуждать не будем. Будем обсуждать, можно ли сэкономить энное количество, десятки тысяч человеческих жизней. И можно ли сэкономить под 100 тысяч убиенных и с той, и с другой стороны, с каждой стороны, под Славянском и Краматорском. Вот что стоит обсуждать. Ответ таков, 50 на 50. Вот сейчас, скажем, мы наблюдаем за этим визитом в Италию, которая говорит, денег не дадим. Но разного рода конспирологи считают, что именно вот сейчас в Ватикане все и решится. Вы относитесь к этому разряду экспертов политических, что Ватикан может дать свои гарантии Зеленскому? То есть у Лондона есть поддержка, в Америке понятно, какая история. Китай, это, если честно, конечно, ужас, то, что Зеленский вчера заявил по поводу Китая. Давайте откровенно. Короче, из-за китайцев война не заканчивается, если так сухо. То есть Китаю невыгодна там Россия, да, которая закончит войну, там слабая Россия невыгодна Китаю, поэтому, в общем, война продолжается, чуть ли там не Китай виноват. Но тут остается позиция Ватикана. Насколько вот этот визит в Италию, будет такой мажорной нотой в конце вот этого всего, и, вернувшись в Украину, в общем-то, начнут реализовывать этот план, который обсуждали с европейцами, и у Папы Римского тоже. Джорджио Мелони можно обнимать и целовать, пока Елена Зеленская позеленеет от ревности и ярости. Но от Джорджио Мелони денег не дождешься, не получится. А вот с Папой Римским, который Папа американским на самом деле, он, да, пока что в каденции своей римской, с ним можно именно дотрясти те разговоры, которые не хватало до этого хотя бы 1 миллиарда в месяц. У Папы Римского, во-первых, есть достаточно глубокие, скажем так, карманы, набитые определенным ватиканским банковским золотом, и у Папы Римского есть достаточно неплохого, серьезного влияния на центральноевропейской и на северноевропейской аристократии, у которых Папа Римский может попросить такое, на что они пока что
но официально не готовый. И Папа Римский, конечно, запросит, он не просто так это сделает, он запросит у Зеленского определенного количества душ человеческих, ну, чтобы они конвертировались, и чтобы... Ну, он знает, что ему там попросить. Украина давным-давно являлась полем боя между православием и католицизмом, и хотя вот это протокольное, ритуальное, экуменическое, что этот мерзавец Варфоломей там сыграл как театральный этюд с Папой Римским, это считается каким-то там сдабриванием, экуменизмом, но тем не менее Папа Римский, он свое не забудет, потому что он тоже институция, он тоже не человек. Он человек, у которого есть фотография, имя, фамилия и даже прозвище Лев XIV, но это не человек, это институция, это кардиналы, это швейцарская гвардия, это архивы, это библиотека, это много-много чего другого, Città del Ватикану. Это другое. Так что, по-моему, Зеленский, посещение Зеленского к Папу Римскому, это жест отчаяния, потому что у официальных должностных лиц ему не удалось набраться вот этого миллиарда в месяц гарантированно для того, чтобы, ну, понятно, что мы это и обсуждаем. И если он это не найдет, если Папа Римский ему это не гарантирует, не то, что не даст, он не даст. Он будет влиять, чтобы ему это дали. А пока он будет влиять, если не получится по времени, чтобы после Покровского гуляй-поле, после гуляй-поле там много чего другого. Купенск уже практически все, естественно, ну там, естественно, Изюм недалеко, и всякое другое там недалеко, уже и в Харьковской, в Днепропетровской, и в Сумской даже области много чего уже оказывается недалеко. То есть, если это игра на времени. Если оперативно с Папы Римского не догонит то, что действительно остро нужно Зеленскому, но не в плане хотелок, а в плане именно, что действительно должно быть, то Зеленский действительно к концу этого года, вот ваш опрос, мы можем его обсуждать уже, на сколько десятки процентов он реализовался пункт первый. Будет ли то импичмент, будет ли то отставка, будет ли то нашли его бездыханным, потому что, ну, не выдержало сердце героя, ну, не выдержало, ну, охрана не могла его спасти, ну, искусственное дыхание, на шею там пальцами его прижимали, чтобы восстановить ему дыхание, не на грудь, а на сердце, и не могли восстановить дыхание, там как не прижимали шею, ну, не восстановили, что называется, всякое может быть. Это вопрос творческих подходов, специфических специалистов, рыцарей плаща и кинжала, которые там этими делами занимаются профессиональным образом. Это им решать. А то, что он сказал по поводу Китая, ну, честно говоря, дурак. Дурак, потому что это правда. Но такую правду китайцам либо вслух, либо публично говорить нельзя. Это правда. Ну, такое ему говорить нельзя. Если хочешь хоть что-то, ну, на уровне диалога, на уровне, скажем так, сообщения сохраниться с Китаем, ты такое говорить не можешь, не должен вообще-то. Нужно как-то владеть, что изо рта вылетает. Потому что слово не камень, ну, обратно в рот не затащишь. Так что никак. Пламен, понимаете? Да, извините. Тут такая история. Ведь у этой Европы, которая там готовится к войне, могут начаться очень серьезные и большие проблемы с Трампом. И из-за Зеленского в том числе. Но не только по этому поводу. Илон Маск четко характеризует все происходящее в Европе, что это Четвертый рейх, о том, что Евросоюз это, ну, скажем, подобие вот этого рейха. У него проблемы с Иксом. Эта соцсеть должна штраф заплатить Европе, там 100 с чем-то миллионов, что-то такое. Трамп даже... 140. Там Трамп даже лично раскритиковал это решение, мол, Европа, что это за ограничение свободы слова и так далее. Но там проблема глубже. Впервые Трамп четко дал понять, что миграционная политика Европы – это дно. Дно. И Европа уже, ну, абсолютно не белая выглядит, и дальше только хуже. Поэтому нужно быть очень осторожными. И, в общем, как-то американцы задумались, а та ли вообще это Европа, да, которую знали они до этого, и с которой строили какие-то отношения. Получается, что вот этот глобальный исход Трампа не только из Украины, а из Европы, из европейского там, НАТО, да, из вообще в принципе, может иметь не только вот такие политические, геополитические, а и, ну, абсолютно понятные, философские причины. Там даже
религиозные причины, да, то есть этнические причины. Европа действительно очень серьезно меняется, и проблему мигрантов, когда поднимает Америка по отношению к Европе, она что имеет в виду? Знаете, с одной стороны, все то, что Илон Маск и Трамп сейчас говорят и вещают, не просто звучит правдой, но является правдой. Однако, это помимо того, что является правдой, является лукавством, если не сказать тяжелым лицемерием. Почему? Потому что такую и эту Европу сделали именно американцы. Такую и эту Европу сделал вот этот американский либерализм, американская демократическая партия, фонды Сороса, вся эта идеология, и вся эта «принимайте иммигранты» и всякое такое. Почему? Потому что Америка занималась преследованием своего действительно большого интереса. А в чем ее большой интерес? А ее большой интерес заключался в том, что Трамп еще 2016 год говорил, и не просто говорил, но поднял вот эти слова на щит: «Make America Great Again». Давайте сделаем Америку опять великой. Почему опять? А потому что она уже не великая. А почему она уже не великая? А потому что все производство в Китае, все большие предприятия технологические в Европе, в Америке одни услуги, одно программное обеспечение, одни военные бюджеты и много каких welfare, то бишь содержание безработных, потому что если Америка деиндустриализирована, вот эти люди нужно как-то содержать для того, чтобы они не бузили. Естественно, печатный станок работает для того, чтобы они там третье-четвертое поколение уже сидели на социалках. Однако, раз он решил это изменить, что можно сделать? Ну, судя по этим дурацким идеологическим, ненаучно-фантастическим учебникам экономикса, но Америка может восстановить свое производство естественным органическим путем и постараться производить больше, честнее, более качественные и дешевле, чем другие. На самом деле это невозможно. Поэтому чем стал заниматься Трамп? Стал заниматься обычным американским подходом в таких случаях. А именно, предприятия в Китае перебазировать обратно в Америку, Европу деэнергизируем, давим процентами, давим любыми другими способами, заставляем европейские предприятия перебазироваться тоже в Америку, потому что Европейский Союз – это большой технологический конкурент. Для того, чтобы сделать Америку опять великой, нужно, чтобы у тебя конкурентов технологических преуменьшилось, иначе то, что ты будешь производить на территории Америки с американской себестоимостью, страховками, оплатой труда и всего остального, это выйдет так дорого, что не сможешь продавать даже американцам, не то что каким-то другим. Но если ты хочешь действительно стать производительной площадкой для большого уже континента Северной, Мезу и Южной Америки, как заложено в этой доктрине, тебе нужно уничтожить своих технологических конкурентов и заставить все промышленное производственное добро, которое у них есть, либо быть уничтожено, либо перебазироваться у тебя, чем он и занимается. Соответственно, вот то, что они сейчас говорят про эту Европу, это правда. Это правда. Но кто ее довел до этого же? Кто ее довел? У Европы что, есть политические субъектности, есть суверенитет? Я даже не имею в виду Восточную Европу, я имею в виду даже монархии Западной Европы. Да, они состоят в определенных клубах, элиты. Но это элитное, это их клубное, это не государственное, это не державное, это другое. Это у них клубное. Ну, там, не знаю, сходняк какой-то, элизиум, который они сами себе построили. Для себя, любимых. А то, что они резидируют, там занимаются какими-то процессами утверждения или управления, у себя они прекрасно понимают свои лимиты. Поэтому, да, Европа, мягко говоря, сильно поменяла свой демографический состав. Кто их заставлял? Кто им это диктовал? Кто был организатором вот этого большого, великого переселения народов, которое было устроено с 2011 по 2020 год? Кто это устроил? У этой туркомпании был организатор, был финансист, был туроператор, который занимался прямой логистикой, был и конечный пункт, куда это было нужно разгрузить, и был ответственный за содержание вот этих людей. Кто был тот, который замышлял? Американские, тогда демократические. Кто был тот, кто платил? Саудовская Аравия, Катар платили всем этим так называемым беженцам. Кто был туроператором, который занимался логистикой? Турция, она складировала у себя до 3 миллионов так называемых сирийских беженцев из 22 Сирий, просто так, на минуточку, в том числе и африканские Сирии, ну, оказывается, там Сьерра-Леоне, там Сенегал, там всякое такое.
и потом шприцевали мощными партиями, бройлерными партиями в сторону Европы, где, о чудо, внезапно пограничники и все остальные стали работать не пограничниками, стали их пропускать, как будто это не просто дипломаты, а это супердипломаты, которые никакие документы даже не спрашиваем и не имеем. Полицейские перестали быть полицейскими, потому что все преступления получали невероятную внезапную индульгенцию. Социальные перестали быть социальными для своего населения, потому что стали быть вынуждены заниматься вот этими. Все остальные стали как-то потесняться для того, чтобы их willkommen, что называется, принимать, потому что это астрофизики, потому что это компьютерные инженеры, потому что это кардиохирурги. Все такие, которые удивительно хорошо работают ножиками, автоматами Калашникова и всякое такое. Астрофизики, кардиохирурги и компьютерные программисты, что называется Python, что называется. Или на крайняк Java не менее чем. И когда вот эти ребята привезли с собой, во-первых, свой культурный код, причем они приехали 97% исключительно мужики до 30 лет, у которых с тестостеронами, со всем остальным в штанах, скажем так, более-менее функционально, и не только более-менее, и стали обращаться к удовлетворению подобных потребностей, куда попало, каким внутренний голос культурного кода диктует. И тогда европейцам внезапно оказалось, что, господи, троянский конь, это не конь, это табун лошадей такой, который вы загнали. А это вы загнали? Нет, германцы этого не хотят, католики это не хотят, французы этого не хотят, датчане, никто это не хочет. Их заставили, их верхушки заставили. Кто их заставлял? Америка их заставляла. Америка это диктовала. Выходила Нун, выходила Хиллари Клинтон, выходили все остальные фигуранты и говорили, так надо, так надо. И в результате мы получили опущенную, уничтоженную, технологически смазанную уже, раздавленную Европу, которая скоро никакую технологическую конкуренцию Соединенным Штатам Америки составить не может и не будет. Те, которые хотят продолжать заниматься производством, технологиями, научно-исследовательские, развойной и другой там видом деятельности, пожалуйста, милости просим в Америку. И не в Китай, в Америку. И они это делают. Так, а с какой тогда, подождите, с какой тогда миной, с какой тогда, простите за непарламентское выражение, рожей нам Европа как бы демонстрирует, что она оказывает поддержку Украине и, в общем, будет с ней до конца, и, в общем, будет всячески... Ну, они этих, получается, ну, они же не загонят вот этих понаехавших мигрантов, например, в отряды, которые пойдут. Сейчас же вовсю там обсуждается эта тема, например, блокировать Калининград, ну или, например, там двигаться в сторону Петербурга, отрабатывать какие-то там свои тактические, там стратегические варианты учений. Да Прибалтику некому защищать. Вот там вот показали, что там, ну, вроде такая война, 3 калеки ходят на границе, это вот, ну, Эстония, вот там, прибалтийские. То есть да, они, конечно, хорохорятся и говорят, но по большому-то счету с тем, какая идет война, да, с тем, что вообще, во что она выльется, ну, шансов, скажем так, особо немного. Но, тем не менее, нам говорят, что ничего страшного, Европа с нами. Во-первых, не Европа, а коалиция желающих 6 из 27 евросоюзных стран, плюс одна не евросоюзная, то бишь Великобритания. Это единственные, которые это говорят, хотя все со стороны специально уже дрессированные повторяют, что это Европа так говорит, это Европа так хочет, это Европа готовится к войне, это Европа. Это не Европа, это 6 из 27. Если спросишь их персонально, получится совершенно другая, достаточно яркая показательная статистика, кто вообще-то Украину поддерживает, в чем эта поддержка выражается, и кто действительно готов, хочет или имеет какие-то интересы воевать. Почему эти 6+1? Еще раз, 100-летний договор. Они являются софигурантами вместе с Великобританией. Им остро нужны вот это добро, которое там разведанное или не разведанное, воображаемое может быть на территории Украины, для того, чтобы залатать некоторые свои дыры, потому что в этих условиях они свои дыры залатать не могут. Слушайте, Александр, у меня здесь в моем родном городе мастер, который занимается, скажем так, поддержкой пару из наших 4 на самом деле машин семейных, ну, я имею в виду и брата, но он вахтовым методом где-то
пару месяцев работает в Германию, там есть определенные там ремесленные, там ударные, в смысле, которые нужно сделать, подрабатывает, возвращается, месяц здесь в Болгарии сидит, и потом опять его туда вызывают. Знаете, что он рассказывает? Вот сейчас он возвращается около 22 декабря. Он говорит, я здесь мерзну. Почему? А потому что, говорит, 12 градусов. Не в нашей квартире и даже не в нашем доме. Во всем районе и так все германцы. Хорошо, что хотя бы там, где мы работаем, там отапливают, пока мы работаем, что называется, я немножко согреваюсь. Домой все германцы мерзнут. Мерзнут уже. Да, зима у них тоже не, скажем так, средиземноморская, как можно легко догадаться. Она практически такая, как в Польше, в Минске, в Москве, ну, можно сказать, даже севернее, чем Киев. Ну, там Чернигов там и так далее. Чернигов, да. Ну да, чуть севернее, чем Киев. Так что там ситуация такая. И вы говорите, их нельзя заставить, вот этих смуглых и откровенно черных, чтобы их, как их не заставят? Очень запросто их даже заставят. Будет на то политическая воля, вам нужно собрать рекруты. В каком положении будет любой обычный германец? Во-первых, они сократили вот эти социальные выдачи всем этим, которые раньше были 33 евро в день. Умножая на 30 календарных дней, получается чуть меньше 1000 евро в месяц. Во-первых, уже на эти деньги даже еду не купишь. Да, им там обеспечено госжилье, да, им там они не платят за электричество, за всякое такое. Сейчас все это постепенно добавляется, то, что нужно платить, и все это постепенно уменьшается, то, что им выплачивают. Если они найдут себе какую-то черную работу, то есть неофициальную, им сокращают эти 33 евро на 2/3. 7-8 евро остаются в день. То есть вот эти и смуглые, и черные, и даже обычные германцы, они, во-первых, по уши в долгах, с ипотекой, с кредитами, с безработицей. Когда есть ипотеки, кредиты, безработица и какая-то форма какой-то семьи, за которой ты отвечаешь, будто германец в Германии, либо будто смуглый или черный в Германии, ну, который должен отправить хотя бы пару сотен баксов туда, домой, куда его семья вообще бедствует, ну, они уже готовы. А как не готовы? Слушайте, как собирают рекруты, как собирали сначала добровольцев вообще-то и на территории Украины, и какие главные, скажем так, наполнителями вот этой добровольческой российской армии? Большие бюджеты, большие зарплаты, в неблагополучных регионах, где тоже есть ипотеки, и народ туда идет. Не родину спасать, потому что надо семью кормить, ипотеку выплачивать, и кредиты обслуживать, и надеешься, что тебя не убьют. Ну, даже надеешься, что ты никого не убьешь. Никому не хочется никого убивать. Особенно те, которые ты не видел, ничего тебе не сделали. Зачем вообще-то, черт возьми? Но потом реалии жизни, реалии войны, реалии окопов и реалии дронов все приводит, скажем так, на другой лад. С этим будет то же самое. С этим будет абсолютно то же самое. Вот это лишнее население Европы придется утилизировать, и они его пачками, порциями будут туда отправлять. Чем безнадега у этой Европы, финансово-экономическая, тем они будут уже в безвыходности, не будут сопротивляться, когда начнутся вот эти рекруты, потому что в армии одевают, в армии кормят, в армии есть крыша, в армии есть тепло. Да, придется потом и воевать, но это потом. Ну как это потом придет сегодня, будет уже поздно. Ну вот, приходят нам кадры из Ватикана. Странная, конечно, такая диспозиция. Папа Римский машет с балкона, да, Зеленский рядом с ним. То есть этот визит, можно сказать, он так состоялся. Да? Ну вот о чем будут говорить, непонятно. Настроение у Зеленского хорошее. Странно. Джорджо Мелони обнимал? Ну пока нет, пока с папой. Ну так, на расстоянии. Елена Зеленская сегодня будет спать, а завтра посмотрим. Поживем, увидим, что будет с этой встречи, но один же главный момент. А как тогда заканчивать войну? Ну вот смотрите, там сейчас пишет Вашингтон-Пост, пишет Телеграф. Телеграф говорит, что все, там крах мирного плана Трампа. Ну вот смотрите, а что будет, если мирного плана Трампа не станет? Вот, опять-таки, понятно, что сейчас там все играют в эту игру, тянут время как могут. Так, а что тогда останется на столе? На столе останется, ну, как бы война, да, в которой Америка не хочет принимать участие, в которой, как бы, принимает участие вот эта Европа, как мы обсудили. Когда тогда, если это окно закроется мирное,
да, то тогда, когда откроется следующее окно? Вот же в чем парадоксальный вопрос. И кто уже будет маячить в этом в окне? Зеленский или уже кто-то другой? Э, Вы видите вообще перспективы, что возьмут определенную паузу, и следующая, например, война. Все говорят там про вторую серию, помните? Но тут же какой вырисовался другой план, что вот эти солдаты ВСУ, они же тоже хотят кушать, они тоже хотят сохранять хоть какой-то свой текущий, да, образ жизни. Я не имею в виду военный как образ жизни военного человека, а имею в виду финансовый образ жизни. И, соответственно, их с удовольствием в Прибалтику пригласят на границу с Россией, в Европу тоже там. И, в общем, они будут и обеспечивать, будет костяком вот этой армии Европейского Союза в будущем. И под это дело, под этим соусом, собственно, войну и заканчивают. Что вы думаете по этому поводу? Войну не закончат раньше 1934 года. Однако будет прекращение огня для того, чтобы провести выборы на территории Украины, для того, чтобы после этих выборов был новый президент, новая Рада, обязательно, два в одном, и для того, чтобы после того, как будет новый президент и новая Рада, подписать эдакое перемирие, которое можно называть Стамбулом, Минском-3, неважно как, которое будет работать криво-косо на некоторое время, на несколько месяцев, может быть, даже на год и на два. Войну это не закончит. Война закончится, когда закончится мировая четвертая война, которая сейчас уже идет. Причем идет, можно сказать, с 2008, ну ладно, 2011 год. Год уже немножко дело другое, сейчас его обсуждать не будем. Поэтому это не Зеленский будет делать, это будет делать, скорее всего, эдакий Турчинов, версия 2.0, которого даже не видели и не знали, что он есть. Ну, я имею в виду в публичной общественности. Там конкретные, скажем так, люди, которые этими процессами занимались, мы потом слышали, Джеффри Пайета, Викторию Нуланд и другие, как это обсуждали, кого, где, как ставить, то именно это сейчас и обсуждают. После Зеленского, кого мы поставим на переходный период, кого мы будем номинировать в качестве президента, и кого будут номинировать на позиции, баллотироваться на позицию президента британцы, то есть наши американские 1-2 кандидата против британских 1-2, может быть, даже и 3 кандидата. Ну, 1-2, я думаю, это более чем достаточно. Так что войну не закончат. Есть шанс возникновения перемирия, достижения перемирия. Я думаю, что это, скорее всего, с февраля по апрель 2026 год. До конца этого года, скорее всего, вряд ли. Даже если президент бросит белый платок, скажет, все, с меня хватит, отставка, вы понимаете, я все сделал, ну, вспоминайте меня добрым словом, или так, неважно каким словом. Ну, слушайте, куда он денется? Оставаться на территории Украины, за ним будет охота. Охота как тех, чьи жизни он прогорел, так и других внешних, которые наймут местных активистов для того, чтобы вот эту флешку там делить, формат C, и чтобы эта флешка больше никогда не говорила. Он что, улетит? Из Киева он не улетит. Он должен улететь из Польши. А до Польши надо добраться. Он может быть по земле, там автомобилем куда-то доберется. Шансов немного. А может быть Днепром, яхтами своими? Теоретически можно. Ну там не знаю, там Днепр это дело такое уже, там Черное море, британские тоже там, если сочтут, что такая флешка не должна говорить, ее не должно быть с этими криптокошельками, всякими такими, не. Вообще, конечно, встречи такие у Зеленского. Очень такие с наскока. Вот эта фотография, вот, что я показывал, давайте уточним, это с Папой Римским он встретился. Они с ним поговорили полчаса. Типа аудиенция вот такая. Дальше будет Мелани, будет обнимашки в любом случае. Заявлений прессе не дали. Нет заявлений. То есть очень ограниченное количество заявлений от контрагентов Зеленского, с кем он встречается. Он это компенсирует своей активностью, условной медийной. Но мы понимаем, что что-то они обсуждают не шибко то, что нравится. Прежде всего. Не шибко эффективно, да.
И, ну, смотрите, как бы с Папой Римским в этот момент условного там плана Трампа, проработки, ну, можно было бы и выйти из там, и престолу сказать, как мы поддерживаем мир в Украине, инициативы мирные, вот мы хотим, чтобы... Нет, папа молчит. Все как-то с ним молча встречаются, а те словеса, которые там Урсула Макрон, Стармер вообще вчера выдал, говорит, дело Украины, ну вот, что происходит в Украине, это дело Украины. С одной стороны, вроде как намек на то, что Украина должна решать, а с другой стороны, простите, буквально это выглядит, вы там занимаетесь, вот вам, пожалуйста, никто не лезет, давайте сами. Я вот эту вот международную активность хотел бы экстраполировать, с вашего позволения, на российскую сторону. Там четко, похоже, закусили у дела и готовы идти воевать. Ну, дальше. По фронту, продвигать его туда, куда нужно. Сейчас вот цели Краматорск-Славянск. Просто если Зеленский не уйдет оттуда, ну так со временем Россия туда придет. Вот же был вывод войск вынужденный, которые слили через источников, официально никто, конечно, не подтверждал, но Мирноград уже окрасили в серое кольцо, то есть это как бы столкновение с реальностью здесь произошло. Но впереди-то у нас еще Днепропетровская область, Запорожская область, в Харьковской бои. Есть намеки о том, что на севере будут активничать российские войска. Ведь эти удары по энергетике в Суммам можно вообще расценивать как артподготовку. Говорят о Черниговском фронте. Вовсю, в общем, трубят о возможном в будущем походе на Киев второму. Ну, вот, с другой стороны. И никто не хочет это останавливать. Что можно предложить сейчас Путину, чтобы он остановился? Как вы думаете? Это очень хороший вопрос, честно говоря, об этом не думал. Но можно предложить ему только то, что 28 пунктов. Давайте нам все эти области без боя, а то нам придется взять это с боем. И то, что вы только что красочно описали, я примерно подобное замечал, когда готовился к этим пресс-обзорам, что европейцы типа, ну не то, что отказываются от Зеленского, но есть унылое такое, угрюмое, ну такое пораженческое настроение, лица даже они не стараются уже сильно менять, изображать какой-то оптимизм, либо то бодрящее там чего-то. Не-не-не. На мой взгляд, это звучит как большая вероятность, что переговоры между левым берегом Темзы и Манхэттеном, то бишь Уолл-стритом, по поводу как разделить эти 28 пунктов, я имею в виду возможности поживиться недром Украины, недром формальной Новороссии, недром канонической России, недром российской Арктики, уже приближаются к концу, либо уже обговорены. То есть, если они уже договорились, что вот эти мультинационалы с обеих сторон Атлантика будут совместно потреблять, извлекать вот эти ценнейшие ресурсы, и Дональд Фредерич Трамп не будет жадничать, и, грубо говоря, американцы не будут жадничать, а будут делиться этим отцами-основателями глобального бангстериата, то тогда брыкаться сильно уже не стоит. Зеленский пусть уплывает в канализацию истории естественным либо ассистированным образом. И где и какая будет граница уже Украины, никакой разницы нет, потому что одни и те же права доступа к одним и тем же недрам, что с той, что с другой стороны границы, нам гарантированы что Киевом, что Кремлем. Если у нас права доступа одинаковые, какая нам разница, мы с Киевом либо с Кремлем вообще-то общаемся. И они оставят все это естественным ходом, даже могут ассистировать, чтобы этот естественный ход произошел развитием военной логикой, а именно исчерпание украинских военных ресурсов, придет к быстрому прорыву в нескольких точках фронта, прорыву и достижению к реке Днепр. И, соответственно, то, что сейчас некоторые турборадикалы европейские, батальон Мунар, некоторые 95-й квартальные говорят, особенно там из Залужный из Великобритании говорит, нет, мы ничего давать не будем, территориями торговать не будем, отдавать не будем. Ладно, не будете отдавать, будете проигрывать, и у Украины будет все меньше силой и оружием, там, которые напротив вас, и
и просто убиенных будет больше, и разрушенных домов, и сел, и деревень, и всего остального будет больше. Ну, не будете отдавать, вот так оно будет. 4 года это не доказали? Нет, не показали. Как? Ну, нужно над этим долго чесать репу и думать, что будет? Нет. Поэтому мне это кажется, что западенцы уже договорились между собой. Я имею в виду настоящие, а не просто там фигуранты типа Стармера, Макрона, Мерца. Это действительно наемные манагеры среднего звена. Не скажу нижнего, ну среднего оперативного звена. Причем каждый из них сохраняет свои функции большим дядящим и тетящим, потому что и Мерц слуга BlackRock, и Макрон слуга Ротшильдов, а Стармер он вообще слуга, ну, короны. Куда он денется? И левому берегу Темзы. Даунинг-стрит это что? Это офис Букингемского дворца или левого берега Темзы? Ну, левого берега Темзы, конечно. Так что все остальное, конечно, можно долго разглагольствовать, смысла я не вижу, но мне это кажется, что есть некоторые торчащие уши сущности над пропагандной сетки демагогии, которые указывают четко на то, что некоторая развязка действительно очень скоро будет видна, вполне вероятно до конца этого года, то есть до конца этого месяца, то есть в рамках считанных недель, ровно так же, как вы обозначили в вашем опросе. И картина, даже если не на 100% совпадет процентов на 50, на 70, ну, скорее всего, как минимум, до конца этого месяца. И если нету других ресурсов, и специально сделают так, что не будут другие ресурсы у ВСУ, а будут копить вот эти военные подготовки к большой войне с Россией к 29-30 году, то сейчас для того, чтобы клуб триллионеров получил свое право доступа и начали извлекать то, что им нужно сделать паузу видом прекращения огня, теоретически полгода спустя после выборов и всякое такое, и подписание какого-то перемирия с бигфордовским шнуром, который будет подожжен тогда, когда это нужно. Вот так я это вижу. Пламен, как вы думаете, американцы врубят Миндичгейт по новой? Ну, с новой силой? Да. Вот вы прям уверены, что мы и Зеленского Абсолютно. услышим, всех услышим на этих пленках? Да. Я очень сильно удивлюсь, если будет. Вернее, они не врубят, если Зеленский, ну, скажем так, в рамках короткого периода времени, недельку-две, поднимет лапку, высунет язычок, посмотрит влажно в глазах, как добрый песик лабрадор, и скажет: на все готов, специально, вот, хотите отставку, хотите 28 пунктов, хотите 228. Если он на все это согласится, тогда не нужно просто Миндичгейт 2.0. Но если он будет продолжать туда-сюда, слева, справа, не так, не сяк, ну, тогда приведут его к чувствам. Еще раз, смотрите, как действительно жестко они среагировали буквально на следующий день. 22-3, ну, даже 25 числа Дэниел Дрискл, Рэнди Джордж и еще один американский генерал были в Киеве и сказали: у вас дедлайн до 27 числа. 27-го Зеленский вышел и сказал: я совсем согласен, только некоторые небольшие подробности. И 28-го сразу Ермака, а 29-го отставку Ермака. Буквально на следующий день. То есть этот дедлайн, он не просто так ради красного словца. Они к этому действительно придерживаются. Если был озвучен какой-то дедлайн для Зеленского, ты эти 28 пунктов уже окончательно, вот тебе срок, время пошло, можно буквально на следующий день ожидать, что будут новости. Буквально на следующий день. Как услышу дедлайн от Трампа, либо даже не обязательно от Трампа. Может быть от Виткуфа, может быть от Дэниела Дрискла, может быть от Джей Ди Венса. Любой дедлайн американского должностного лица. Зеленского, у тебя вот счетчик пошел, ждем окончательный твой вердикт. На следующий день будут новости. Вы знаете, в этом контексте разбирательство очень специфически выглядит действие российской стороны в направлении Международного суда ООН. Значит, ну, короткая, в общем, предыстория, да, что, в общем, в ООН не считают войну в Украине геноцидом. Однако Украина подала в суд на Россию, потому что геноцид. А вот недавно тоже снизов, все как положено, это новые субъекты Российской Федерации по российскому законодательству, да, там Луганск, Донецк, и снизу подняли наверх и передали в ООН тоже обвинение Украины в геноциде русскоязычных украинцев, ну, людей русскоязычных. Значит,
суд принял этот встречный иск России против Украины по обвинению в геноциде. Москве отвели время до 7 декабря 2027 года, то есть год у Москвы есть, чтобы аргументы предоставить. Накануне Украина просила, чтобы этот иск не рассматривала комиссия, чтобы суд не принимал иск от России, но им сказали: извините, все нормально, Россия имеет право, вот и подает иск. Значит, сразу после полномасштабного вторжения, да, Украина подала свой иск, что Россия признала ЛДНР, а затем вторглась в Украине, основываясь на ложных утверждениях о защите Донецкого региона, как бы из-за геноцида. В том же иске Украина тогда заявляла, что Россия умышленно убивает, наносит повреждения тяжкие телесные гражданам. Это есть геноцид против украинского народа. В принципе, это уже на законодательном уровне, на уровне постановлений тоже формулировка геноцид существует. Однако, ну, простите, встречный иск России по такому чувствительному поводу и вот этот разлет по времени, там, 27-й год, да, то есть 2 года, нам говорит о том, что вполне все может вернуться в правовое поле, в правовое русло. Вообще русскоязычное к 7 декабря 27 года останутся на территории Украины. А если нет, то что будет с Украиной? Просто сроки очень такие, ну, нормальная практика для Международного суда ООН. Это все быстро не делается с кондачка. Однако то, что этим сейчас занимаются россияне, о чем нам говорит, Пламен? Ну, я думаю, что они приготовят достаточно толстый набор папок и документов, которые раньше по времени, чем жалобы украинской, вернее не украинской, а 95-й квартальной стороны, пытаются вменить вот это преступление, потому что москаляки на геляки кричали, делали. Кто не скачет, той москаль, кричали, скакали. Значит, москаляки там в прицеле оптического. А потом людей в Одессе на Куликовом поле, Доме профсоюзов убивали. Он сейчас является депутатом Гончаренко, который там стрелял и убивал? Является депутатом. В Украинской Раде был в качестве депутата сын Романа Шухевича? Был. А они что? Они тем же самым. 14 тысяч людей в Донбассе, почти исключительно мирных жителей, в том числе и детишек, аллею ангелов, угробили. Они что, не украинские? Они что, не без украинских паспортов? Им пенсии выплачивали? К ним социальные обязательства выполняли? К Крыму социальные обязательства выполняли? Нет, не выполняли. А что означает геноцид? Это не только физическое истребление, это доведение социальными, финансовыми, экономическими и другими средствами определенного народа до степени, что он не может проживать там, где он был, и так, как он раньше было. Так что все эти элементы имеются целые 8 лет до того, как наступило 24 февраля 2022 года, и так далее и тому подобное. Если опять кто-то будет ссылаться на Будапештинский меморандум, давайте, ребята, еще раз напомним, потому что я уверен, что не просто напомним, а многие об этом не в курсе. В этом Будапештинском меморандуме все стороны, в том числе и Россия, в том числе и Соединенные Государства Америки, принимали на себя обязательства блюсти, охранять и, грубо говоря, уважать территориальную целостность Украины при условии, что украинское руководство будет соблюдать нейтралитет и внеблоковый статус, то бишь никакого НАТО. Когда стала подготовка к этому СВО? Когда времен Петра Алексеевича Порошенко в украинской конституции был нарушен Будапештинский меморандум, и туда было внесено, что мы будем, видите ли, вступать в НАТО, даже если НАТО не будет, и нас туда не просят и не хотят видеть, но мы будем в НАТО. Ну, раз так, ребята, ну, тогда читайте по губам дальше, что называется. А что здесь непонятного, что здесь неочевидного? Как это было сделано? Сделано было отвратительнейшим образом. Ужаснейшим образом, многострадальным для обеих сторон образом. Ну, самым что ни есть самодурским и дурацким образом было сделано. Было сделано ужасно.
Ну, если просто так по бумаге, по юриспруденции, по всем этим документам, канва-то здесь юридическая, вот этот жест России, что мы контрудар вам будем наносить, причем у нас первые по времени, вы эту хронологию изменить не можете, выглядит как неплохой удар, хотя это тоже, ну как сказать, единственное, что должно быть действительно в юридическое поле, которое решает абсолютно все вопросы и уничтожает любые мотивы Андрея воевать с Андреем, Вячеслава воевать с Вячеславом, Алексея с Алексеем и У так нас, далее. знаете, как в последнее время говорят, Микола должен умереть за Урсулу. Чтобы это исчезло, признать развал Советского Союза незаконным, потому что он является действительно незаконным и по внутреннему законодательству, по международному праву и по всем даже международным Ну договоренностям. а что это даст сейчас, Пламен? А как что это даст? Ну вот Это смотрите, Песков в очередной раз сказал, вы слышали Путина? Слышали. Путин не хочет восстанавливать СССР, считает Он это антисоветчик, невозможным. потому и война. Он один из главных виновников, что война продолжается, потому что, хотя он вроде бы юрист по образованию, и он прекрасно это понимает, потому что его поддержники, особенно НОДА, постоянно эту тему муссуют, типа стараются довести до Генпрокуратуры Российской Федерации и вообще-то завести это дело. Не-не-не-не. Он антисоветчик. Одни только галоши, кто летал в космосе, совершенно непонятно. И как это каждый пятый самолет мира был произведен в Советском Союзе, это тоже вообще не... Одни галоши мы делали. Не дай бог нам скатиться к госплану. Это тоже его слова, не мои слова. И вот сейчас в Индии, когда интервью давал, не-не-не, Советский Союз, а какой здесь Советский... Слушай, ну ты юрист, ты скажи, развал был законен или незаконен? Если он незаконен, что из этого следует? А из этого следует, что нужно собрать фигуранты и сказать, так, ребята, восстанавливаем юридическую правду, про мораль, про другие вещи не говорим. Те, которые не хотят, это ваше дело, но вы уже вне правового поля. И против вас уже будут применяться юридические, не только юридические инструменты, которые из этого вытекают. И если ты это так скажешь, тогда людям и с той, и с другой стороны фронта, стороны Украины и стороны России, они скажут, слушайте, а Советский Союз... Слушайте, что такое Советский Союз? Так Советский Союз – это социализм. Так это социальная справедливость. Так это отсутствие безработицы, нету олигархов, нет этих мерзавцев, негодяев, которые мы сейчас видим и сами хотим придушить голыми руками. Так если этот Советский Союз, то мы за. Нам убивать друг друга ради... А если это Советский Союз, то Крым наш или ваш? Крым всем. А если Советский Союз, Камчатка, Калининград, Ужгород и все остальное наш и ваш, это всем. А убивать-то зачем? Какие линии соприкосновения? Какой дележ? Какой Донбасс? Какие глупости? Какая Кенгурская коса? Никто не должен никого убивать. А кто настаивает, что Советский Союз этого нельзя? Мы его возьмем за глотку, повесим головой вниз, чтобы кровообращение мозга немножко простимулировалось, и опять его спросим. Ты правда против Советского Союза? Нет? Если так, то тогда миллионы выиграют. Если не так, тогда миллионы будут продолжать погибать. Очень просто. Юридически. Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Они вот такие. Значит, что из перечисленного, на ваш взгляд, наиболее вероятно до конца года? 5% считают, что рождественское перемирие. Ну, не знаю, друзья. Мне кажется, что выйдем мы на рождественское перемирие. Но, опять-таки, я не говорю, что его достигнут, но его реально предложат и могут даже прям объявить. Нечто подобное было в мае месяце, помните? Вот в одностороннем порядке, на Пасху, да, вот это вот все. Ну, что-то такое будет, да, потому что вот эти загадочные визиты везде и минимум информации, больше какого-то трепа от Зеленского, которого сейчас слушают в аудио сообщениях, что-то подобное будет. Насколько это будет сопровождаться политическим давлением на Зеленского, вот посмотрим, тут уже интереснее. 11% импичмент Зеленского и переворот в Киеве. Переворот, смотрите, может быть не только там какой-то там прям импичмент, его поди собери, этот импичмент, но запустить эту процедуру вполне вероятно для того, чтобы был еще один поводок, еще одна ниточка на Зеленского. 33% обрушение фронта на одном-двух направлениях.
треть нашей аудитории, которая проголосовала, они считают вот как бы да. На одном-двух направлениях будут серьезные проломы, и вот эти проломы до конца года с вероятностью высокой состоятся. Сегодня очередной населенный пункт Минобороны сообщила, что в Днепропетровской области заняли. Украинский генштаб это не подтверждает. Ровно, я подчеркиваю, как и официально не сообщается о том, что вывели войска из-под Мирнограда и, в общем, из этого кармана. Это вот источники только говорят. Ну и больше всего люди ждут, что наибольшая вероятность к Новому году в Украине это тотальные блэкауты по всей стране. То есть еще будет хуже ситуация со светом. Вот так распределились голоса. Что скажете? Ну, скажу, что голоса отражают страхи и тревоги людей, потому что действительно блекаут – это терроризировать именно мирное население. Именно поэтому я с первого момента, когда стали бить именно по этой части энергетики, я был категорически решительно против и, естественно, остаюсь на той же самой позиции по сей день. И это не прибавляет никоим образом никакие, скажем так, военные обстоятельства и возможности предпосылки для успехов, это террор мирного населения. Такого же, твоего же мирного населения, черт возьми. Зачем? Зачем? Армия – это энергоавтономная структура. У них все мобильное, все передвижное, все свое. Им от этого ничего не сделаешь. То, что терроризируешь родню армии, это прибавляешь злости тем людям, которые сейчас в окопах там гниют и стреляют, и от дронов там прячутся, либо дронов запускают. Ты ничего так не решаешь. Зачем мирное население терроризируешь? Я категорически, решительно и однозначно против. Я считаю, что это один из тех моментов, по которым, ну, скажем так, попытки Кремля выглядеть с позиции морального превосходства в этой войне, это морального превосходства не прибавляет, а сильно убавляет. Было несколько действительно важных, нужных позиций, по которым спорить глупо и не стоит, и там моральное преимущество у Кремля имелось. Во всем остальном, в том числе и в этом, морального превосходства нет, а даже знаком минус. Так что лучше, чтобы они кое-каким образом прислушались к этим, либо к таким подобным словам, и хотя бы вот это свинство прекратили. Прекратите терроризировать мирное население. Вы же вроде бы освободители. Вы же вроде бы там ждунов там вообще-то ожидаете, чтобы они вас ждали. Нет? Вы хотите с этими людьми жить? Вы с этими людьми в космос летали, а сейчас их что? Зачем? Они что ли? Да, если выбирали Зеленского, сейчас Зеленского никто не хочет видеть. Но если вы их терроризируете, они что, поднимут Зеленского на вилы, что ли? Если это так легко, почему вы сами не сделаете это? Почему вы обещали Байдену, что вы Зеленского убивать не будете? Это вы брали на себя такие обязательства от народа, который терроризируете, вот такие свинства ожидаете, нет? Ну, для меня это свинство натуральное. Да простят меня свиньи, потому что я, как говорит врач, могу честно сказать, таких гадных и омерзительных свиней я в жизни не видел. Свинья – это достаточно интеллигентное животное, выглядит не очень эстетически, но зато таких отвратительных действий от них не дождешься. Даже... Просто потому, что свиньи телевидение не смотрят, и пропаганды они не подвластны. Это да. Дождались мы, собственно, сообщения Святого Престола. Пресс-служба Папы сообщает, что принял на аудиенцию в резиденции Кастель Гандольфа его высокоповажность пана Зеленского, президента Украины, все с большой буквы, все вот так, да? Во время дружеской беседы, которая была посвящена войне в Украине, видите, это просто дружеская беседа, которая была посвящена войне в Украине. Сообщение от престола. Значит, Святейший Отец подчеркнул, что необходимо продолжить диалог, возобновив свое горячее пожелание, чтобы дипломатические инициативы, которые сейчас реализуются, привели к справедливому и прочному миру. Не обошлось без упоминания военнопленных и необходимости обеспечения возвращения украинских детей в свои семьи. Ну, в общем, да. Значит... А я этого против, если честно. Я очень сильно против этого. Почему? Понимаете,
Я не знаю, какое точное количество тех детей, которые сейчас с происхождением из Украины находятся на территории России. Но я слышал и видел много раз, как русская сторона в этом плане здесь уже никаких ироний, никакого там нельзя их упрекнуть в морального недостатка. Они говорили, предъявите нам живого родителя, либо родственника этих детей, который ребенок признает и узнает. И мы этого ребенка возвращаем к этому родственнику, родителю, либо родственнику. Таких предъявлено было 330 с чем-то, если мне память не изменяет. Естественно, это число может быть уже совершенно другое, потому что это несколько месяцев назад видел. Для других так называемых тысяч, либо десятки тысяч, я не знаю, сколько их, таких предъявлений не было. В таком случае эти детки уже третий, почти четвертый год находятся в приемных семьях, у них своя жизнь, они в школу идут, у них друзья, у них социализация, у них совершенно своя уже жизнь. Ты хочешь еще раз их выдернуть и отправить их туда? Кому? Кто с ними будет заниматься? Кто за ними будет отвечать? Кто ему предложит, гарантирует, обеспечить хотя бы такую, не лучшую, а хотя бы и такую жизнь? На территории Украины, что ли? Где людей вообще-то ловят по улицам, это самое? Ну, слушайте, я против. Ну, да простят меня все, даже пусть меня не прощают. Я против, категорически против. Если предъявят родители либо родственника, пожалуйста, вы в моральном праве требовать этого ребенка, я за. Ну, таких предъявленных было столько, и они своих деток получили. Что по-человечески. Остальное это вам зачем? Что вы можете сделать для этих детишек? Лучше, чем то, что делается в России. И что, там в России каким-то нечеловеческим образом, что ли, обращаются? Они все пристроены, они все в семьях, в том числе и высших там государственных там депутатов там и других должностных лицах, они даже там живут уже больше 3 лет. Что, зачем вам эти детки? Кто требует эти детки? Эти потрошить их потом на органах, чтобы трансплантологию вообще-то поднимать? Нет? Потому что вот это сатанинство имело место на территории Украины, да простят меня те, которые, ну там укро-патриоты, такое имело место даже на Донбассе, еще с времен Донбасса, даже еще в Косове. И с этого момента любой военный конфликт, где есть такие, за которым некому там заступиться и защитить, они этим пользуются, этим молодым мясом они дорожат. Они хотят жить долго, счастливо, генетика хорошая, детки молодые. Как вы гарантируете и обеспечиваете, что с этими детками будет не такое? Как? Кто? Зеленский, что ли, будет гарантировать? Ермак, которого нет? Или Елена Зеленская? Смотрите, опять-таки, тут же правда жизни. Вон они навозили детей в Турцию, сирот. Забеременели двое, приехали. Да. Под патронажем Елены Зеленской. Да. Дети без войны, детство без войны, как-то так называется. Да елки-палки. И таких очень много случаев. Мне неправда мало кому интересно, а звучит-то круто, звучит-то потужно. Детей вернем, Мордор заберем себе. В общем, друзья, давайте к вашим вопросам. С клуба зрителей вот такие вопросы поступают. Пламенно многие говорят, пишет Андрей, и вы в частности, что будет война России и Европы. Вопрос чисто гипотетически, как должна будет выглядеть победа Европы, ну или на что они рассчитывают? Москву взять? И не смущает ли их, что в тот момент, когда нога их солдата ступит на границу России, на Лондон и Берлин может полететь ядерка? Ну, я здесь вопроса не вижу, потому что он только что все описал. Война Европы будет за то, чтобы Россия поделила всеми своими ресурсами. И чтобы русских было сокращено настолько, что они были бы обслуживающим персоналом. Чем больше, тем лучше для тех, которые хотят нападать. Кроме того, простите за сатанинскую, скажем так, логику, Европа таким образом попытается и постарается разгрузить свою демографию от, скажем так, не лучших представителей титульных народов своего. Они пытаются разрядить и отправить их, тоже сжигать их в костре войны. Неважно, кто как будет там побеждать. Чем больше трупов, тем меньше потом выплат, что называется. Потому что у большинства из тех, которые отправят, скорее всего, будет не так много родственников, либо вообще не будет родственников, которые будут что-то там требовать, расследовать. Во время войны это просто не получится. Им нужны ресурсы России. На территории России треть мировых богатств.
Ну, и там всего 140 с чем-то миллионов населения. Ну как треть мировых богатств, 140 миллионов населения. Это население на 50 миллионов меньше, чем население Бангладеша. Посмотрите Бангладеш на карте, чуть больше моей родной Болгарии. Ну как можно оставлять это России, когда такое финансовое и, скажем так, ресурсное недомогание, в том числе и Европе? Вот Ну, это, кстати, очень интересное заявление сейчас. Там венгры, они в Москве, ну, делегация. Сиярта, да, там, министр иностранных дел, делает заявление, что штаб-квартира турецкого потока переезжает в Венгрию. О, как? По поводу ресурсов, да, то есть интересный как бы поворот. Ну и понятно, что сотрудничать, там обсуждается это ПАКШ-2, это все как бы сейчас тоже в новостях, но то, что штаб-квартира турецкого потока в Венгрии, это прям не, это прорыв. логично, знаете, не, это не экзотика. Знаете почему? Потому что вот это так называемый турецкий поток, когда он пересекает Босфор и Дарданелли, начинает называться Набук. Вот это Набуко, он разветвляется вилкой на территории европейской части Турции, а нижняя вилка, которая вдоль Эгейского моря и выходит через всю Грецию на Корча, на Албанию, напротив Бриндизи, Италии, это Виа Игнатия, что называется, это ТАП, трансадриатический поток. Верхняя часть это Набуко, как я уже сказал. Та часть, которая через Болгарию, потом Сербию, потом, ну, после Сербии это, естественно, Венгрия. А в Венгрии уже идет не развилка на двух, а на нескольких направлениях. То есть там, грубо говоря, самый главнейший хаб. То есть это логично. Идет поток, естественно, в сторону Австрии, в сторону там севера, в сторону вниз влево. То есть там действительно логично поставить что-то подобное. Здесь я, честно говоря, никакой экзотики не вижу. Это чисто технологически разумно, мне кажется. А как кому, это с политической точки зрения, наверное, выглядит очень неприлично. Очень неприлично. Так, следующий вопрос. Добрый день. Скажите, Пламен, насколько есть шанс, что народ европейских стран на предстоящих выборах сделают выбор в пользу мира или власти готовы подтасовывать результаты? И примите мои соболезнования в связи с вступлением Болгарии в евровалюту. Благодарю, Александр. Всем добра. Кстати, мы не отказались от нашей битвы против этой еврозоны. И да, есть неплохой, не скажу большой, но неплохой шанс, что нам удастся выйти из еврозоны даже после того, как евро уже вошло в обиходе в Болгарии. Потому что недельку назад Люксембургский суд, который является, скажем так, компетентным по этим и подобным вопросам для всего Европейского Союза, получил достаточно большой объем и признал и завел уже дело на базе документов, которые подтверждают, что так называемый конвергентный доклад был полон фальшивыми материалами. Соответственно, то, что мы можем таким образом, мы можем выиграть, что решение затаскать Болгарию в еврозону было незаконным, потому что Болгария не соответствовала критериям для того, чтобы ее вошли в еврозону. То есть все данные были фальсифицированы, доказательства об этих фальсификациях уже находятся в Люксембурге. Люксембургский суд принял вот эту жалобу и стал уже работать над ней. Должен произнести свое весомое слово вердикт в рамках не больше 2 месяцев. Так что, если они сейчас это приняли, это означает, что мы получим ответ на эти вопросы как раз приблизительно тогда. Ну, посмотрим, как это будет. Так, значит, вот такой вопрос. Как думаете, будут ли в Украине рабочие места для украинцев после войны? Ведь Украину нужно будет отстраивать, а кто в нее вложится? Мирослав. Александр, вы пропали как в видео, я не знаю, что с вашей камерой. Наверное, что-то там отрубилось, не знаю. Да, ну вопрос прозвучал, да, поэтому... Да. Я на вопрос отвечу с удовольствием. Но, во-первых, рабочие места будут больше, чем сейчас, особенно если начнется эксплуатация именно этих недр, восстановление вот этой логистики, постройка вот этих складов, инфраструктур, восстановление портов, то есть примерно на пару-тройку сотен тысяч рабочих мест, может быть до 500 000 откроется тех, которых раньше не было. Следует ли ожидать, что ситуация драматически улучшится и что-то такое, процветание, либо там восстановление обычной жизни, пример, как было до 2014 года?
решительно, категорически нет, потому что им будет нужно очень небольшое количество населения в качестве единственного только строительного обслуживающего персонала, который будет заниматься только их нитками, их проектами и их процессами. Все остальное будет погибать и гнить так, как и сейчас. Поэтому хотите иметь достаточно достойные, хорошие рабочие места, подумайте о восстановлении Советского Союза, и тогда все придет на свои места. Потому что все эти ресурсы, большая часть этой инфраструктуры можно отстроить совместно, и никакие иностранные инвесторы нам вообще нужны не будут. Подумайте над этим, как бы это вам фантастически не казалось, потому что я вам скажу, что такое фантастически. Фантастически это было в 80-е и даже в начале 90-х годов подумать, что такая война вообще возможна. Это А да. эта война является единственным только прямым логическим неизбежным следствием того, что произошло 8 напротив 9 декабря 1991 года в Вискуле в Беловежской пуще. И это незаконное действие породило абсолютно обязательно на десятилетие все остальное, что уже произошло. Поэтому хотите, выход всегда есть там, где есть вход. Если хотите выйти из этого скверного, плохого положения или помещения, ищите, куда и как туда входили. Входили 8 напротив 9 декабря 1991 года в Вискуле в Беловежской пуще. И поскольку охрана их не пристрелила, а охрана не пристрелила охрану потом этих фигурантов, вот из-за этих сэкономленных смертей несколько мерзавцев получилось так, что сейчас русские рубят русских. Песня группы «Любе». И не только. Так, ну давайте еще такой вопрос. На вашем канале Оксана пишет, вы искажаете слова Путина, превращая его в речь о терактах в Пахалакме, в ложное обвинение в борьбе с коммунизмом. Ваша манипуляция – это не просто искажение фактов, а проявление тенденции к искажению истины ради цели. Почему вы выбираете говорить неправду? Участников СВО не для того привлекают в Госдуму, чтобы разрабатывать ресурсы с Британией. То, что вы говорите, не имеет смысла к руководству России 90-х не сейчас. То есть Украина бьет по НПЗ, энергетикам и танкерам, а у нас моральное превосходство. Вы серьезно? Снимите розовые очки, где идет война, и объясните, что делала Болгария в Ираке в 2003-м, где погибло до 1 миллиона гражданских. Не было тогда вашего морального превосходства. Ну, это, я так понимаю, зритель посмотрел выпуск какой-то на вашем канале. Ну, это так сумбурно, что, честно говоря, я не совсем понял. То, что Путин антисоветчик, что вся когорта Путина антисоветчики, он так много на эту тему, собственно, говорил и висит на сайте kremlin.ru, что доказывать очевидное, я тратить ваше, наше и время других наших зрителей даже не намерен начинать, пользуясь Google поисками, вообще-то поиском на сайте kremlin.ru можно найти ответы на эти вопросы, и этот вопрос можно закрыть. То, что Болгария не имела никакого морального превосходства в 2003 году в Ираке, это 200% правда, потому что к этому моменту Болгарию уже запихнули в НАТО, и, пользуясь вот этим статусом, Болгария стала практически внешне военно оккупированная страна. То есть как раз 2003 год, когда болгарская армия пошла действительно в Ирак, 4 американские военно-воздушные, американские, не натовские, американские, третий раз для особо одаренных, повторяю, были дислоцированы на территории Болгарии. Такое делается только с военно побежденными странами, чтобы у нас была военно-оккупационная база, за которой вам копейку не платят. Все остальные американские военно-воздушные базы, что в Турции, что в Греции, что в Италии, что в Германии, платят. Нам не платят. Вы что хотите от военно-оккупированной страны? Для того, чтобы в Болгарию вошли в НАТО, американцы спрашивали Кремля. Кремль дал добро. Не знаете? Могу доказать. Это вопрос другого долгого, интересного, познавательного разговора. Ну тогда, это тот же самый Кремль, который вы сейчас хотите отбеливать. Те же самые антисоветчики, те же самые конвергенты, те же самые демонократы, те же самые западные халуи. Те же самые участники, можно сказать, ответственные за вот этой большой бойни русских против русских. Они это сделали. Они сказали, мы не имеем ничего против, мы даже сами стремимся в НАТО. А вы не в курсе, что Россия, в том числе и путинская, предлагала, просила в НАТО? Нет? Не хотите? Могу помочь, показать, ткнуть мордой в его словах. Какой из Путина антисоветчик, Сабина пишет, если он назвал распад СССР самой большой трагедией?
А сказал он это чисто в демагогических целях, потому что прекрасно осознает, что большая часть населения тяготеет и вообще-то ностальгирует и хочет вернуть Советский Союз. Однако тот же самый Путин в этих же своих там словах и выступлениях говорил, ну, слушайте, Советский Союз, не-не-не, никогда, ни за что, ну как, не дай бог скатиться к госплану, это точно его слова. Мы только одни калоши делали в этом Советском Союзе. Это тоже его слова. Это антисоветчик. Слушайте, а кто валил Советского Союза? Вам подсказать? Калугин это кто? Швеция это кто? Путин это кто? Другие фигуранты, которые на Западе, которые сейчас довольствуют своим предательством КГБшным, это кто? Это коллеги Путина. Ну, получается, опять Россия виновата. Не Россия. А вот эта верхушка КГБ плюс кремлевская, которая разрушила Советский Союз именно по внешней указке. Слушайте, кто выступил в защиту Советского Союза против Горбачева из всего этого большого съезда КПСС, этих достойных дядечек и тетечек, многие из них, которые в генеральских мундирах там было? Может, русские? Нет. Может, мужчина? Нет. Сажи Зиндинова Умалатова была единственным человеком, которая обратилась к Михаилу Сергеевичу Горбачеву в качестве статуса верховных всех главноверх и требовала его отставку, потому что он предатель, мерзавец и негодяй, который ведет страну к пути развала. Сажи Зиндинова Умалатова. Чеченка. Это не так, что ли? Не можете погуглить, найти? Или есть другие, которые этого хотели? Посмотрите на их рожи, как смотрели, когда она это говорила. Все смотрели себе в верхушке там ботинок. А потом он солнце наше, он солнцеликий, он, да, о, не, никак. Как это нет? Когда это очень даже да. Плавин Пасков был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не офицеры, господа не пьющие, друзья, не друзья, троллы и боты, враги, случайно и даже специально попавшие на наши каналы. Выключите телевизоры, включите мозги, и все приложится. Обязательно, еще раз, не забудьте подписку, колокольчик, второй раз, черненький, на наши и на каналы Шелест, потому что мы стараемся говорить правду. Вы можете это проверить. На федеральных и на других СМРАДах, средства массовой рекламы, агитации и дезинформации, ваша мозговая субстанция превращают в фекальный с вашим соучастием. Если вы это смотрите и этому верите, как очевидно из некоторых сегодняшних вопросов. Так что будьте с нами, продолжение следует. Всего вам доброго. Берегите себя, всем добра и света.